Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок. Сегодня у меня вот такая интересная работа. Подписываемся на Яндекс.Зен, YouTube, Рутюб, Телеграм, Одноклассники и Контакт, чтобы не пропустить новые работы. И смотрите, вот такая интересная работа. Можно таким узорчиком, это прямой узор. Мы с вами шальку вязали, это прямой узор. Можно связать как кайму для жилета. Можно таким узором полностью связать кофточку. Согласитесь, объемный, красивый, несложный узор. Несложный узор получится у каждого. Смотрите видео, ставьте стоп, перематывайте и попробуйте вязать вместе со мной. Узор стоит того, чтобы освоить его. Давайте смотрите вязать. Сегодня такими красивыми светло-серыми слонимскими ниточками будем вязать с вами узор. Вязали узор для шали, а сегодня этот же замечательный узор свяжем просто прямым полотном. Набираем 4 воздушные петли, накид, и в первую петлю вяжем столбик с одним накидом. Набираем колечки, это очень удобно для просчета 1, 2, 3, 4, для просчета и набора очень многих узоров, очень многих, поэтому я так всегда делаю набор. 1, 2, 3, 4. Давайте наберем несколько колечек. Набрали колечки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5 воздушных петель. И вот смотрите, внизу воздушные петельки, а мы вяжем за столбик. Вяжем столбик с одним накидом. 2 воздушные петельки. И в колечко в центр вяжем столбик с одним накидом. 1, 2. Провязываем весь ряд такими филейными квадратиками. 1, 2. 1, 2. Последнее колечко в последнее вязали, и последнюю прям петельку начала нашего квадратика тоже вяжем столбик. То есть вот так должно получиться. Идем дальше. 1, 2, 3 воздушные петли подъема, и в этот же столбик вяжем еще один столбик. Это у нас такая планочка будет. 1, 2, 3, 4 воздушные петли, столбик без накида. 1, 2, 3, 4, столбик без накида. 1, 2, 3, 4. И так вяжем до конца ряда. В самом последнем квадратике также провязываем столбик без накида. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. И в третью воздушную петельку 2 столбика с одним накидом. 1, 2. 1, 2, 3. И опять столбик провязываем обязательно. 2 воздушные петельки, столбик без накида в арочку. Теперь 4. 1, 2, 3, 4. Еще один ряд воздушных арочек. 1, 2, 3, 4. Что у нас получается? Теперь будем вязать узор. 1, 2, 3. Столбик и столбик. 1, 2, 3. Первую арочку пропускаем. В следующую столбик без накида. 1, 2, 3. И наша задача провязать 6 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Это у нас изнаночная сторона. Вытащили крючок. И вот таким образом мы получаем пышный столбик. Затянули. 1, 2, 3. Столбик без накида. 1, 2, 3. Вот такая наша задача. Красивая. Следующий точно так же 6 столбиков. В следующую арочку 1, 2, 3, 4,
5 и 6. Узор попкорн, да? Многие знают. Ниточку, крючок оставили и ниточку вводим в первый столбик. Затягиваем 1, 2, 3 столбик. 3 воздушные петли и в следующую арочку вяжем узор попкорн. И так чередуем через арочку, вяжем узор. 3, 4, 5, 6. Присоединяем первый столбик и последний. Так мы довязываем наш рядок, чередуем попкорн и столбик без накида. Вот так получается. Это у нас изнаночная сторона. Мы довязываем наш узор попкорн. 2 воздушные петельки. Арочку одну пропускаем, как в начале, так и в конце. Столбик с накидом 1 и 2. 1, 2, 3 и еще второй столбик. Сейчас начинается самое интересное. Самое красивое. 2 воздушные петли провязали. Столбик без накида. Столбик без накида в арочку. Теперь 1, 2, 3, 4 воздушные петли. И нам нужно вот за столбик, который перед попкорном, провязать длинный столбик. Это мы провязываем в петельку. И только потом 2, 3, 4, 5 и 6 провязали. Будем рамочку вязать для нашей красоты. Теперь вяжем столбик с накидом 1, 2, 3. Удлиненный столбик 1. Что значит? Это мы провязываем 1, а только потом уже столбик. Теперь 2 накида. 2 накида мы вяжем в центр, прям в центр узора попкорн. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Попкорн. 2 накида. Опять в центр попкорна столбик с 2 накидами. Теперь длинный столбик. Раз, петелька, а потом уже накид. И 3 столбика, то есть делаем повтор с одним накидом. 1, 2, 3. И смотрите, это очень важно. Узор мы таким образом, вот у нас столбик без накида, мы соединительный столбик делаем. Вот так. И 1, 2 накида. Разворачиваемся, смотрим нашу красивую вот цепочку. И во второй от начала столбик мы провязываем столбик с 2 накидами. Вот, то есть мы с вами сделали вот такую красивую обвязочку нашего узора попкорн, такая корона. И теперь то же самое. 1, 2, 3, 4 воздушные петли. За столбик, который под попкорном, вот сюда, провязываем длинный столбик с 4 накидами, подхватывая каждую ниточку. Это не так сложно, как вам кажется, это обязательно получится. 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 1 столбик удлиненный, 1 накид, но провязываем 1, 2. Столбик с 2 накидами в центр попкорна, пико, 1, 2, 3, 4, пико, столбик с 2 накидами опять в это же место, длинный столбик, 1, 2 и 3 столбика с одним накидом. Все просто. 1, 2, 3, соединительный столбик, столбик. Вот у нас такая основа есть, и наша задача провязать столбик. 1, 2. Соединительный столбик сделали. 1, 2 накида.
И в нашу длинную цепочку провязываем столбик с 2 накидами. Раз, два. Провязали. И теперь наша задача все попкорны провязать подобным образом. Получается у нас вот такая красота. Идем дальше. После того, как провязали нашу красивую рельефную полосочку, столбик без накида и 2 столбика, которые у нас с вами в самом начале, в самом конце. 1, 2. Раз, два, три. 2 столбика провязали. Вяжем 1, 2, 2 воздушные петельки подъема, столбик с 2 накидами за, вот у нас здесь столбик был такой соединительный, вот мы за него провязываем рамочку. 1, 2, 2 воздушные петли. Теперь у нас по центру 2 столбика с 2 накидами, вот мы их провязываем столбиком с 1 накидом, но еще нам нужно подцепить пико. Еще разочек, да, чтобы было более понятно. Две воздушные петельки провязали, 1 столбик с 1 накидом провязали, и нам нужно петельку, там где пико, присоединить, чтобы наша сетка была плотная. 2 воздушные петельки, столбик с 2 накидами, то есть если мы внизу провязываем столбик с 2 накидами, а если мы провязываем за наш красивый цветочек столбик с 1 накидом, и присоединяемся пико с обратной стороны, чтобы наша сетка была такая ровная. 2 воздушные петли и продолжаем весь наш узор, провязываем так, как я сейчас показала. Провязали. Теперь рядочек прям очень простой. 3 воздушные петли подъема, столбик провязали. Теперь в каждую арочку нам нужно провязать просто-напросто 3 столбика с 1 накидом. 1, 2, 3. И все. Опять 1, 2, 3. В каждую клетку 3 столбика. Вот такая красота у нас получается. Теперь еще один рядок, тоже очень простой. 3 воздушные петли подъема, 2 столбик провязали. Теперь все столбики нам нужно провязать рельефным лицевым. Это за столбик мы вяжем столбик с 1 накидом. Не в столбик дырочку, а за столбик вяжем столбик с 1 накидом. Зачем? Затем, чтобы на лицевой стороне у нас с вами получилась очень красивая косичка. Вот такого плана у нас будет косичка. Это тоже украшение узора, да? Вяжем такой ряд. Вот такой у нас узор. Теперь мы делаем только повторение. Раппорт узора. Многие скажут, сколько раппорт узора? Сам вот этот цветочек занимает 2 филейных квадрата. Раз, два, раз, два. И по бокам тоже оставляем по одному. У меня 12 филейных квадратов. 12. И здесь то же самое. 12 я вот посчитала. Больших, да? У нас 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 квадратов и 6 узоров. То есть 2 квадрата это 1 узор. Как мы делаем повтор? 2 столбика провязали. 1, 2, 3, 4 воздушные петли. 1 столбик пропускаем. И столбик без накида. 1, 2, 3, 4. То есть наша задача провязать уже не 2 рядочка, а 3. Вот мы с вами вязали 2.
Теперь 3. Почему? Потому что мы вяжем ряд туда, ряд обратно на изнаночной стороне и ряд на лицевой. И начинаем вывязывать пико. Пико вяжется на изнаночной стороне всегда. А сам красивый узор, вот это все вывязывание, на лицевой. Поэтому просто-напросто провязали 3 рядочка и получили начало для основу для узора пико. Пико провязали, сделали обвязку. Обвязку сделали, провязали филейные квадратики. Филейные квадратики провязали и 2 ряда столбики. Все. Предлагаю попробовать освоить узор. Очень интересный, очень красивый. Надеюсь, он вам также понравится, как и мне. Огромное спасибо, если досмотрели ролик до конца. Подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Телеграм и вяжем вместе со мной. До новых встреч!